Наша Саш-камера, вот, кто бы что ни говорил, какая она хорошая, столько выпусков записала. Ой, я даже боюсь назвать число точное. Да. Но она уже... Все, не тянет? Она уже нестабильна. Все-таки годы берут свое. Но это не про нас с тобой, Вань. Это только про технику. Вот нам нужна... Нам нужна камера вот такая, как Игорь Крутой. Что не песня, то хит. Вань, ну зато у нас, посмотри, как теперь наша перестановка теперь играет нам на руку. Новая картинка. Зрители сейчас будут радоваться. Как будто жизнь по-новому началась в новом году. Куда-то микрофон у тебя спрятался. Да. У меня новая майка, новая картинка, новая майка. Слушай, ну, давай Старая добрая камера. Ну, давай Старый добрый Саша Карельский. Ну, тогда предлагаю провести нашу, беседу по-новому. Поехали. Поехали. Привет, друзья и гости международного канала Алга Петербург. В нашей немножко обновленной студии Саша Карельский и Вань Червинский. Друзья, всем привет, всем большой салем. У нас очень интересные новости, будут очень интересные выходные, поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте чай и... Будем беседовать. Действительно, Вань, эту новость и вообще это событие ждали очень продолжительное время, и вот уже даже не верится, что на этих выходных в субботу, 16 января, состоится долгожданный первый онлайн-концерт Димаша Кудайбергена. Но прежде чем мы обсуждать вот эту сладкую тему, предлагаю напомнить нашим друзьям, что в пятницу состоится голосование на американском MTV. И голосование началось аж 11 января в Твиттере, Вань. А многие друзья забыли об этом и более, внимательные нам об этом напомнили, написали, и мы даже сделали об этом передачу. Поэтому посмотрите, там очень интересная статистика, приведенная, в принципе, по сообществам Диэрс, сколько нас насчитывается на сегодняшний день в 2021 году. Саша, знаешь, чем вот это вот пятничное голосование, насколько оно важно? Ну-ка. Ведь, насколько я знаю, что многие из наших зрителей знают, что появилась новая версия песни Golden, и мое предположение, я вот хочу поставить на то, что в этом пятничном эфире Вангуешь, Ваня? будет новая песня. Будет новая песня Golden, и я думаю, что первое место... Обеспечено? Да. Слушай, я думаю, что сейчас многие друзья поближе подсели к своим телефонам, камерам, чтобы повнимательнее услышать эту радостную новость. Конечно, то, что сделал Димаш, во всяком случае, с точки зрения звучания, действительно, мне кажется, очень круто звучит, и как раз она предназначена для вот этого международного рынка, на который и так вот мы надеемся, что в этом году уже никаких сомнений у Димаша будет Грэмми. Вот. И самое-то главное, Вань, что песня есть, а клипа-то еще нет. Ну, клип, я думаю, что вот как раз идеальный шанс для его премьеры это на пятничном Friday Livestream с Кевином Кенни, потому что, во-первых, Кевин Кенни рокер, во-вторых, MTV любят такую музыку. Они и даже такой начинали, жанр. Да. И в-третьих, все, кто будут смотреть этот пятничный эфир, у них есть невероятный шанс с помощью этой песни все-таки распробовать деликатесы. И перезапустить MTV на новый уровень. Да. Поэтому, друзья, не ленитесь, вот, держитесь, потому что голосование по традиции пройдет ночью для большинства из нас. Поэтому голосуйте, реквест Димаш. А для тех, кто до сих пор не зарегистрировался в Твиттере, у нас есть подробные инструкции. И также подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будет появляться более подробная информация. Так что всему сможете научиться, было бы желание, как говорится. Ну и, конечно, в пятницу не стройте грандиозных планов, потому что, скорее всего, днем нужно будет подэкономить чуть-чуть силы. Может быть, даже организовать тихий час. Я вот знаю, что многие великие люди, они тихий час обязательно организовывали. Именно поэтому в нашей студии сейчас появился такой удобный диван. Точнее, он и раньше был, но на нем постоянно что-то лежало сейчас. Мы все выкинули
поняли, что надо отдыхать в Мы, этом Саш, году? небольшой шажок сделали, благодаря нашему, АСАР, благодаря нашему АСАРу. АСАР — это такой субботник, уборка. Мы сделали небольшой шаг к таким людям, как Эйнштейн, например. Ну и надо отметить обязательно наших друзей из Европы, которые очень любят фиесту. Да. Интересно, а Димаш Канатович любит фиесту? Слушай, ну... Или, может быть, в Казахстане есть Вань, фиеста? отличный вопрос Кевану Кенни в его интервью, ведь мы до сих пор ждем продолжения. Да. Как по-казахски будет фиеста? Пишите, друзья, в комментариях, а мы двигаемся дальше, потому что после пятницы сразу наступает, Вань, суббота. А в субботу тот самый долгожданный концерт, и он начнется в 17:00 по московскому времени. Разумеется, очень даже сложно предположить, что нас будет там ждать, потому что все мы видели кадры на официальном YouTube-канале Димаша, насколько серьезная и глобальная подготовка сейчас идет к этому мероприятию. Поэтому ожидания самые, что ни на есть, прекрасные. Я знаю, многие из вас волнуются и переживают, как подключиться, как не опоздать. И мы поэтому с Иваном решили сделать такой наш онлайн-стрим для друзей перед концертом Димаша. Разминочный. Он начнется в 15:00 по московскому времени, за 2 часа до начала онлайн-концерта Димаша, где мы сможем как раз-таки все вместе уже пообщаться, поделиться эмоциями, впечатлениями перед концертом. И мы постараемся для вас всю подробную информацию выложить, что узнаем, как подключиться к этой трансляции, чтобы ничего не пропустить и получить максимум удовольствия. И еще мы будем обсуждать, кто в каком наряде пойдет на концерт. Все-таки была информация о том, что, возможно, будет видно зрителей во время трансляции. Соответственно, надо быть при параде. Я надену цилиндр, Вань, смокинг, буду элегантен. Ну хорошо, что не костюм Снегурочки. Так. Саш, но мы же еще и сделаем еще дополнительный стрим после концерта, чтобы встретиться, обсудить эмоциями, поделиться. Вань, но после же концерта состоится беседа с Димашем. Но не все же пойдут. Например, мы Да. с тобой, например, не пойдем, и я думаю, что многие из наших зрителей, они тоже не пойдут. Но тот, кто пойдет, например, на беседу, сможет потом к нам подсоединиться, и, возможно, даже мы сможем сделать такую возможность выхода в эфир. Чтобы люди, получается, сразу после беседы с Димашем смогли нам рассказать, какие были интересные вопросы заданы, как Димаш чувствует себя после концерта. Для нас это будет очень важно. Поэтому, друзья, как вы поняли, суббота ожидается очень насыщенно, поэтому действительно после пятницы крепко отоспитесь и будьте готовы всю субботу провести в прекрасном настроении, когда улыбка весь день будет с вами. Так же, как и будет, наверное, улыбка и на следующий день, воскресенье. Это почему? Потому что Димаш Канатович выступит на международном мероприятии, которое тоже будет проходить, кстати, в режиме онлайн. И это мероприятие от Sister City International. Ага. Слушай, я делал передачу об этой организации, но ты знаешь, до сих пор осталось как-то очень много вопросов. Я не смог разобраться, что это за организация, как давно она существует, какими вопросами по-настоящему занимается. Саш, а зрители «Эхо Питера» и подписчики нашего инстаграма, они уже видели анонс, который я сделал на «Эхо Питера», супер интересного интервью. Мы связались с Дином, так зовут джентльмена из Sister City, благодаря великолепному Джей Кей, который провел интервью с Дином. И у нас теперь есть ответы на все вопросы, которые могли бы заинтересовать Дирс. Например, сколько продлится мероприятие? Кто будет выступать? И кто, кстати, был еще такой интересный вопрос, кто самый исполнитель, вокалист, который когда-либо за все время существования Sister City, они были организованы в 50-х годах 20 века, кто самый-самый-самый исполнитель, который выступил, ладно, хорошо, который выступит, да я сам уже, ответил на свой вопрос, ладно, в общем, это очень интересное будет интервью, друзья, поэтому ждите оно, точнее, уже смотрите. Наверное. Кто его знает, Вань? У нас же, ты знаешь, не систематизирована система выпуска. Да.
Может, общем- уже вышло, а может В общем, еще... если вы сейчас смотрите нас, и оно уже появилось, то оно появится вот здесь вот по подсказке. Если оно сейчас не появилось, то значит вы один из первых, одна из первых, кто смотрит наш сегодняшний эфир. И за это мы вам ставим лайк. Да, ждите, проверьте подписку, колокольчик, и вам оповещение обязательно придет об этом увлекательном и эксклюзивном интервью, нужно отметить. Ну а для тех, кто хочет попасть на это мероприятие, да, которое проводит Sister Cities, обязательно нужно зарегистрироваться. Слава богу, мероприятие бесплатное, и самое главное это пройти регистрацию. У нас тоже есть инструкция об этом, вот ссылочка, смотрите, переходите, регистрируйтесь, и давайте вместе поприсутствуем на этом мероприятии, поддержим Димаша в такой важный и ответственный момент. Тем более, что участие бесплатное, а сама организация этого мероприятия, она благотворительная. И классное время проведем, и помощь людям окажем. Да, ну важно сказать, что это будет ночью, поэтому обо всех подробностях, что будет происходить на этих выходных, у нас будут появляться репортажи на каналах Алга Петербург и на международном канале Эхо Питера. Это для тех, кто хочет смотреть наши передачи на английском и на испанском, ну и на других языках тоже. Как хорошо, что на канале Алга Петербург таких нет. Нет, английский язык это очень важно, поэтому учите, друзья, английский язык и практикуйте английский язык, потому что, действительно, как вы видите, семья Дирс это международная семья, и очень здорово, если мы будем понимать друг друга, вот. Хотя я уверен, что скоро это будем мы делать даже без слов. Да, ну и на всякий случай вы можете всегда использовать субтитры, которые мы делаем каждому нашему видео. На этом мы прощаемся с вами, друзья, спасибо большое за беседу и классных вам выходных. Всем пока! Пока! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.